Приветствую вас. С вами Лика. Благодарю всех, кто смотрит мои расклады, остается со мной, поддерживает меня. Огромное вам спасибо, дорогие мои. Тема нашего расклада сегодня – этому мужчине, да, ты послана судьбой. Посмотрим сигнификацию, разберем. Карты нас поведут, а мы уже будем смотреть, да, что они хотят о вас рассказать. И какой это мужчина. Чтобы вы понимали, да? Сейчас к этому мужчине сумасшедшее притяжение, скажу так. Вы думаете о нем и в физическом плане, да, и в духовном. То есть он постоянно вам везде видится. Вы, кажется, слышите его голос, ощущаете его присутствие, запах даже, может быть, да, там, парфюма или что о нем может вам напоминать. Да, вы горите им. Вы с ним сейчас, вот из-за этой страсти вы изменились. Вы прям чувствуете себя мощнее, сильнее, увереннее. То есть здесь, понимаете, не то, что прям вот когда влюбленность, и вы готовы, да, любые преграды преодолевать. Здесь именно идет страсть огня. То есть именно огонь в вас, то, что вас в нем притягивает, вас зажигает настолько, что вы прям, ну, меняетесь. Причем я хочу сказать, что это был процесс обоюдный. Вы уже выросли, себя чувствуете крутой, которая может быть готова для серьезных очень отношений, а не просто только страстью, да, быть. Да, обоюдно в том, что вы знаете об его чувствах, вы хотите ему открыться, и он хочет вам открыться. Возможно, вы уже об этом разговаривали. И чем больше вы общаетесь, чем больше вы продолжаете сейчас открываться друг другу в своих, да, эмоциях, в своей страсти, у вас, скорее всего, сейчас только завязываются отношения, только-только начался процесс, да, тем больше вы разгораетесь, тем больше вы в себя чувствуете уверенность, что это ваш мужчина, что это ваш путь, что я с ним буду женщиной, понимаете? Крепко стоявшей на ногах. Вот о чем я имею в виду. Давайте посмотрим. Вышли вы как сигнификатор. Причем может быть так, что вы брали на себя инициативу этих отношений. Его притянуло к вам то же самое, что и вас к нему. Страсть, огонь. То есть вы на одной волне, скорее всего. Сейчас посмотрим, когда сигнификация мужчины выйдет. Но сразу хочу сказать, говорю, у вас обоюдное уже чувство. Вы должны понимать. Может, говорю, недавно с ним ходили на свидание или разговаривали с ним. Вы знаете, вам судьба уже послала его в новом этапе жизни. Вы что-то недавно начали сначала. Может быть, переехали, может быть, отпустили прошлое так, что как будто оно стерлось просто с вашего пространства, да, и вы забыли о нем, и вы начали все с чистого листа. То есть обнулили все. И вам судьба сейчас его ведет в жизнь, и вас ведет к нему, потому что это равновесие, которое выровнялось, я говорю, для того, чтобы вы были вместе. Вы долго жили, знаете, в системе того, что вы не видели любви. Она была, может быть, да, были какие-то эмоции, встречи, знакомства, может быть, был у кого-то и брак, да, отношения. Сейчас у вас только, говорю, все начинается, я выше сказала, да. До этого вы жили, ну, во власти, в привычке, да, то есть как бы был определенный построен мир, который вы не хотели терять, он не хотел терять, ваш бывший, да, партнер. Вы жили просто, как сказать, вот есть каменные джунгли, да, понимание, вот то же самое, то есть без насыщенности, без эмоций, без красоты, внутренней красоты отношений, да, любви, радости, которая тебя наполняет, любовь вот эта, которая тебя наполняет. И вы это оставили. Потому что вас прям судьба повела, что нужно что-то изменить. И вы изменили, вы приняли эти решения от себя. Потому что вы захотели элементарно счастья. И мужчина, в жизнь которого вы ворвались, так сказать, да,
пришли, потому что по принцу кубков здесь тоже. Да, он тоже совместно хочет с вами строить будущее. Давайте посмотрим, что это за мужчина. То есть по тройке пентаклей, еще раз здесь диски, да, вы хотите любовь строить, на любви строить отношения. И он с вами идет в ногу. Давайте посмотрим про него. Про вас нам уже понятно. Вы начали новый этап, начали новую жизнь. И Вселенная вам послала уже этого человека. Кто же он у нас? Кто у нас мужчина? О, сразу выходит император. Красота. У него, помните, я вам говорила, у вас по 4 мечей была ситуация, а он жил до этого в состоянии клетки. То есть у него, во-первых, он от кого-то очень сильно зависел. Это может быть его бывшие отношения, да. Вы смотрите, как я вам говорила, да, как карты говорят. Я всегда прям не устаю поражаться, так сказать, этому. Рыцарь жезлов – это вы. Вы ворвались и вытащили его из этой клетки. Он был уже, знаете, на грани такого... Он закрылся. Во-первых, он закрылся уже от чувств, от любви, от всего. Да, отношения у него были, тут видно, но они высасывали только что, ну, как уже в порядке вещей. Это может был быть секс, как обязательство, и, может быть, бытовые какие-то моменты. И он повяз уже в этой клетке, причем, говорю, он зависел. Зависел достаточно сильно от человека, который с ним рядом был. Вы дали ему духовное пробуждение. Ворвавшись к нему в жизнь, вы дали ему вырасти душой, чтобы он осознал, что нужно идти своей дорогой, своим путем, а не вязнуть в том мире, в котором он сидит. Ну, надеюсь, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы перевернули его мир, вы резко ворвались, вот просто сжигая все, что его держало. Ну, скорее всего, у кого-то срезонирует так, что вы познакомились, он уже был на грани расставания. Ну и у вас путь был нелегкий. Да, он уже не верил во многое. Он... Посмотрите, как вышло. Поражение, поражение. Это вообще, по идее, мечи, а это пентакли. Я говорю, карты говорят прям чудеса. Поражение. Он не верил. Все растворилось, все уже, во что он верил когда-то, все ушло. Он уже даже не думал о том, что что-то изменится. Потому что все уже затянулось. Медленно, но верно. Кстати, в глубине души он где-то надеялся, медленно и верно, почему начала говорить, он надеялся на то, что это закончится. Он не знал, хотя, знаете, его судьба предупреждала о вас. Он, может быть, где-то вас чувствовал, может, где-то вы пересекались, да, так сказать, до этого, может, в общем кругу знакомых. Ну, сейчас вы меня понимаете, да, не будем как бы в это углубляться. Он где-то внутри уже знал о вашем существовании. И вот это его медленное движение с этим всем, то, что его жизнь просто затормозилась, он прям верил в то, что вот-вот что-то должно произойти. И, скорее всего, вы и ворвались в его жизнь, потому что пришло время, я говорю, по справедливости. Вам судьба сказала начинать все заново, и как бы посылая вас в его жизнь, и его к вам навстречу, понимаете, да? В общем, хочу сказать, что только вы в нем сейчас поддерживаете огонь, поддерживаете баланс. Потому что, ну, вообще, честно, человек стал неэмоциональным, да, сильно, то есть на эмоции скуп, нету огня. Вообще, личная жизнь для него, это, ну, было что-то, и сейчас, может быть, вот, говорю, у кого только-только вот недавно все началось, когда вы стали открываться, вот эти первые чувства, эмоции. Если видите, что он черствый, не обращайте на это пока сильного внимания, потому что он просто, он прошел определенную трансформацию. У него это уйдет. С вами у него это уйдет. Он там, в той клетке, просто уже остыл. Он затормозился, остыл, и вообще в сфере личных отношений его ничего не интересовало. Если он из них уже ушел, да, когда вы с ним познакомились, то та же причина. Он вообще не хотел, в принципе, ничего ни с кем начинать. Он хотел побыть один. Но по судьбе, видать, не так. Да, я говорю, вы ворвались в его жизнь так,
что судьба ему не дала даже времени побыть одному, потому что по пятерке, да, он здесь, он просто, все, энергии нет, ничего не хочу, мне не нужен никто, буду один. Зачем это вообще все нужно? Ну и, в общем, подобные мысли, да. Вы его просто перевернули. С чем я вас поздравляю. Да, тут жезло, все, у него запал пошел вперед, пошел думать. И начал задумываться о том, что оказывается-то мир прекрасен. Вы для него как звезда. И он вспомнил где-то, наверное, скорее всего, на духовном уровне о том, что в этом мире-то можно быть счастливым. Что, оказывается, есть кто-то такой, как я. Потому что вас судьба сводит, понимаете? То есть у нас был вопрос именно по судьбе, и вас сводит судьба. Поэтому он стал это чувствовать, поэтому этот огонь разгорелся. Вы как один мир, вы начинаете сливаться в одно. И вас вели к этому. Давайте посмотрим, какие чувства. Давайте посмотрим, какие чувства у него сейчас к вам, чтобы вы понимали, да. То есть мы, в принципе, и так много разобрали, что в основном ваше прошлое показало. И к чему сейчас идет, да, все. Давайте посмотрим его чувства. У него, знаете, он строит с вами планы. Он хочет с вами серьезных отношений. У меня в последнее время прям сильно идут такие расклады. Он уже бросил ту мысль, когда он хотел закрыться вообще насовсем и быть одним. Он сейчас прямо изучает вас. Он думает, как, кто, что, почему. То есть столько у него много вопросов в голове. Кто вы? Говорю, духовно-то он понял, но это одно. А головой у него прям много. Но он уже для себя понял, что он хочет быть с вами. Конфликтность есть еще в голове, конечно, скажу так. В уме где-то он думает, что а как, а что? Какие планы, а как, чтобы ее не разочаровать. Он причем думает о вас. Но он не сдастся. Он даже все, что с ним сейчас происходило, вот эту боль, вот эти страхи, которые он пережил, он не сдастся. Несмотря ни на что, он пойдет ни на что он пойдет до конца с вами. Он сейчас находится на том этапе, да, вот чувство, вот мы спросили про чувство, но опять показывает, что от вас многое зависит, потому что вы ему посланы судьбой, чтобы его как бы вернуть обратно, да, в этот живой мир, так сказать. Потому что он окаменел просто уже. Он сейчас готов победить все свои страхи. К тому, к чему он привык, да, он хочет, чтобы вы друг друга наполняли здесь. Но не переборщить, потому что там он уже переборщил в свое время. И обманы, и измены, и предательства были. То есть боли достаточно. И вот это в нем нет-нет всплывает. Где-то пытался, с чем он борется, манипулировать. Он, знаете, как на нем отразился этот отпечаток, что а почему бы мне так себя не повести, как со мной поступали? Вот когда вас он встретил, у него была такая мысль. Но когда он вас изучил, когда он почувствовал, да, вашу взаимность, и он понял, что, блин, мы так похожи, мы так друг друга понимаем, да такого не может быть. И вот здесь у него пошли сопротивления внутри. По дьяволу, прошлое стало приходить, зависимость, что тебя обижали всю жизнь, почему ты так хочешь, выгоду какую-то, да, надо поймать с этого. Ты не... ну, в общем, вот такие мысли стали приходить. Но он это победил. Вот не испортило его, не испортило, а мог испортиться в плане мыслей. И тот огонь, который в нем зажгли, духовный рост, ему дала эта энергия возможность пройти правильно вот этот урок. А мог, говорю, да, он выиграл, он уже по борьбе выиграл сам себя, так сказать. Я очень рад, что вы в его жизни появились. Да, вот и чувства пошли. Он влюблен сейчас, и, знаете, он без вас может даже скучать где-то, потому что и вы его так наполняете, все его раны залечили уже практически.
То есть вот эта вот скорбь, которая у него внутри в сердце была, да, из-за которой он так закрылся, вы ему уже ее вылечили. Он очень рад вашему появлению. Вы ему помогли просто пройти, вы даже, может, еще не осознаете, какую боль и искушение того, что он хотел уже пользоваться просто, да, так сказать, противоположным полом и не вкладываться туда вообще. Вы ему помогли. То есть ангелы вас послали, да, судьба вас послала в тот момент, когда ему нужна была ваша помощь, ваш маяк, ваш свет, который в нем вернул его, потому что с самого начала он хотел всего чистого, хорошего, нормального, то есть без всяких, как сказать, лицемерия, обманов и лжи. Искренних и честных отношений. Вкладываться, любить, уважать. И вот когда у него получился переломный момент уже в жизни, и за его опыта, который он прожил, вы ворвались в его жизнь, просто вытягивая его оттуда. Понимаете, о чем говорю? И он очень рад, что вы рядом с ним. Ну, скоро встреча у вас будет. Кстати, которую вы долго ждали, может быть, кто-то по работе уезжал. Скорее всего, вы не виделись, поэтому... Хочу сказать вам, что у вас есть будущее, и вы закончите этап его тяжести. У вас уже новый этап начался. Вы можете уже смело как бы двигаться твердо на ногах. Он рядом с вами, с солнцем, да, будет жить в этих лучах счастья. Ну и вам, конечно, тоже будет также все обратно возвращаться. И вы всю эту тяжесть оба скинете. Вот крах, смотрите, 2 десятки. Солнце, вот оно все освещает. Я всегда говорю, солнце все освещает. Все негативы, все становится легче проходить. И то, что вот вы пережили, особенно с его стороны видно, ну, я говорю, у вас тоже была не сладкая судьба. Вы просто вовремя, именно вы, сделали шаг навстречу новой судьбе. И именно сейчас идет вам тот мужчина, который должен быть, суждено быть с ним, да? Ну вот, в принципе, я и ждала. И страсть будет, и наполнение будет. То есть по девятке здесь вы будете друг друга наполнять во всех смыслах этого слова. Вам будет очень хорошо вместе. Я рада очень за тех людей, которые вот поймали, как говорится, вот этот момент и поняли, да, в свое время, что что-то не так, и нужно все скинуть и поменять, например, начать новый путь. И рада за тех людей, которые осознают более глубокие моменты в своих отношениях. Не просто мы встретились, да, или почему мы там встретились, ну, подумал, ну, встретились, да встретились. А вот именно когда вас притянуло, то есть потому что судьба все поставила на свои места, и вы друг другу срезонировали, как зеркала. В тот момент, может быть, знаете, как вот еще идет, что у вас было в жизни до этого, что вы, может быть, его чувствовали уже. Или приходили какие-то мысли, моменты встречи, может, мельком где-то, что он уже давал вам толчок. Бывает в таких парах, что иногда даже не знаем, да, что уже был такой толчок, и вы первые начали свою трансформацию, вот новый путь, да, для выстроения гармоничных отношений, сейчас имею в виду в любви, да. И вот, возможно, если вы вот сейчас слушаете, может быть, вспомните, да, или когда-то вам судьба покажет этот ответ. Бывает, да, резко раз и придет, я-то уже про него чувствовала, я про него уже знала, а где-то уже появлялось. Дежавю, да, еще многие называют. Может быть, какая-то информация, знаки от судьбы приходили. И вас это подтолкнуло на новую жизнь. Бывает так, что уже человек прошел трансформацию, вы были готовы, чтобы ему дать свой свет, чтобы вытащить его в тот момент, когда, говорю, ему нужна была помощь. И вы это сделали. Вы молодцы. Ну, вот так сегодня говорят карты. Пишите. Очень важно для меня, как резонирует, в каком направлении дальше двигаться. Спасибо всем, кто был со мной, остается со мной. Благодарю вас от всей души. С вами была Лика. До скорой встречи.